Сегодня мы разберем вырезанные сцены 9 серии аниме «Реинкарнация безработного». Наконец-то мы узнаем причину, из-за которой случилась катастрофа телепортации в Роа. Увидим знакомую бога драконов Орстеда и просто ужасающий страх Рудеуса. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Девятая серия аниме «Реинкарнация безработного» началась с небольшого момента проявления чувств Сильфи к Рудеусу, которую в адаптации данную небольшую сцену сделали еще короче, нежели в манге. Но в целом смысл был передан понятно, рассказав о переживаниях Сильфиеты и о том, как сильно она любит этого человека, но боится раскрыть свое истинное лицо, опасаясь, что Руди успел уже давно позабыть не то что ее имя, но и ее личность. Однако в разговоре с Ариэль была упущена немаловажная деталь, показывающая то, насколько сильно было ее желание быть вместе с Рудеусом. И когда Люк сказал, что может быть ему лучше найти этому пареньку более решительную девушку, на что Сильфи категорически отвергла такой исход событий, показывая, что этот человек действительно ей был очень дорог и она ни с кем не хочет его делить. В примере с манги нам в лоб показывают, как Сильфиета разрывается между двух сторон, страхом от того, что Руди мог навсегда ее забыть, и ярым желанием быть рядом с ним. Так что вырезание этой сцены лишило нас возможности увидеть другую сторону эльфийки под прикрытием. Но учитывая, что в следующей серии скорее всего нас ждет наконец-то раскрытие истины между Сильфи и Рудеусом, этот момент с ярым нежеланием делить с кем-то Рудеуса можно будет еще как-нибудь обыграть. Вот только на что совсем не было обращено внимание в аниме, так это на то, что после победы над лордом-демоном Бади-Гади главного героя большинство учеников магической академии просто начали сторониться. Вместо этого повествование сразу же перешло к информации о магических кругах телепортации, где Руди рассказывал нам о принципе их действия и ограничениях. Хотя эту информацию нам должны были рассказать в разговоре с ГГ и Сильфи до знакомства Клифа и Элинали с Драгонро. Еще в манге во время беседы в библиотеке Рудеус поинтересовался, знает ли Сильфи какого-нибудь профессора в академии, который занимался бы исследованиями в области магических кругов призыва и телепортации. Но тогда ей еще не было известно, был ли вообще здесь преподаватель по такой специализации. И лишь только на следующий день Сильфиета узнала, что в академии был один стипендиат, который занимался исследованиями магии призыва, коим была ученица под псевдонимом Тишина Семи Звезд. Но в аниме же, мало того, что мы упустили рассуждения Руди о непосредственно его косвенной вине в катастрофе телепортации, так и когда главный герой встретился с Сильфи, она уже знала, кто мог бы им помочь в поиске причины появления катастрофы в Роа, что и привело впоследствии к знакомству с девушкой в белой маске, той самой, которая была рядом с Орстедом, когда бог драконов чуть ли не отправил ГГ на тот свет. Но по просьбе Нанахоши, кстати, это ее настоящее японское имя, Орстед излечил его. Саму же реакцию на столь неожиданную встречу с девушкой в маске и тот неистовый страх, который испытал Рудеус от воспоминаний, было просто отлично показано в аниме. Базово это было неплохо донесено в манге, но в адаптации это показали просто выше всех моих похвал. В аниме четко было видно тот ужас, панику, в момент нахлынувшие на него из-за мучительных воспоминаний. У меня аж у самого мурашки по коже побежали, вспоминая, насколько же была жесткая схватка с богом драконов. Дальнейшее знакомство с Нанахоши прошло на удивление без особых потерь. Единственное, что когда знакомая Орстеда рассказывала, как ее призвали в этот мир, в аниме это происходило на словах, а в манге нам показывали, как она, оказавшись среди бескрайних полей в королевстве Асура, Нанахоши до потери сил пыталась найти хоть кого-то, кто бы мог ей помочь. И тогда-то она и встретила бога драконов, который взял ее под свою опеку. А после, в нескольких фреймах, нам показали их путешествие на протяжении 5 лет, где она изучала местный язык и зарабатывала деньги, чтобы встать на ноги перед поступлением в Академию магии для изучения вопроса с ее призывом и поиска возможности
вернуться домой. Однако, когда знакомство закончилось и дело дошло к заключению взаимовыгодной сделки, а после до рассказа, из-за чего могла произойти катастрофа телепортации в Роа, что являлось следствием ответной реакции на призыв Нанахоши, уже в этот раз при демонстрации гнева Сильфиетты лучше себя продемонстрировала манга, ибо здесь всю накопившуюся злость Сильфи выплюснула так, как нельзя лучше, действительно показывая, насколько сильно она и ее близкие пострадали из-за этой катастрофы. Один только яростный взгляд Сильфи чего только стоит. Сделали бы в адаптации немного акцент на выражение персонажам больше эмоций, эта сцена была бы 10 из 10, так же как и страх Рудоуса при первой встрече с Нанахоши в Академии. Ну а так, по моему мнению, злость Сильфиетты передали на 8. 2 кадра с акцентом на глаза, и получилось бы действительно хорошо. В целом эта серия выдалась отличная, вырезали сцен не так много, а некоторые адаптировали даже лучше, чем в манге. Особенно меня подкупил момент с неистовым страхом Рудоуса. Однако далее нас ожидают не менее интересные и трогательные события, так что следующие серии я буду ожидать особенно сильно. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу, манхва вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк, подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.